Он очень острый. Давайте проверять, что умеет этот мультитул 28 в одном. Привет всем, вы на канале KitaiQX, у нас очередная посылочка из Китая с AliExpress. Как вы поняли из названия, у нас сегодня мультитул. Мультитул 28 в одном. Сразу скажу, не забываем подписаться на канал, поставить лайки, поделиться этим видео. Также оформить спонсорство или купить чашечку кофе на BuyMeACoffee. Приходит упаковано вот такой вот классной коробке, можно сказать даже в двух коробках. И внутри это все у нас находится в чехле. Давайте посмотрим, что у нас тут по комплектации. По комплектации сам чехол. Заменный наборчик такой вот, тут у нас ключик и лезвия дополнительные для кусачек, естественно сам мультитул и насадки для отверток. Забыл сказать, стоимость этого мультитула $18. Давайте посмотрим на чехол. Чехол довольно плотный, из такого материала, скорее всего он, наверное, будет отталкивать воду. Тут есть петля под ремень и кнопка. Довольно плотный, надежный, классный чехол, претензий к нему нет, прошито все идеально. Внутри у нас еще есть небольшой кармашек. Также по насадочкам, насадки на вид такого себе качества, если честно. Сразу скажу, что тут у нас 9 насадок плюс переходник, и получается это 10 дополнительных устройств, не знаю, как бы 28 in 1, можете сразу 10 выкидывать, потому что это вот насадки. Ну и также, как я и говорил, тут у нас такой комплектик с болтиками для замены режущей кромки вот самих кусачек. По качеству могу сказать, сборка у него прям классная, он полностью металлический, тут есть две пластиковые вставки, но я думаю это мелочи, они просто служат, чтобы отщелкивать, чтобы можно было назад сложить. Давайте приступим рассматривать, какие тут инструменты присутствуют в этом мультитуле. Заодно сверху слева на экране вы будете видеть цифру, количество, сколько я тут его насчитал. Сразу 10 добавляем, потому что это у нас переходник и 10 насадок. Ну и приступаем. Давайте смотреть. У нас тут есть плоскогубцы. Вообще, если быть правильным, пассатижи, потому что тут у нас есть кусачки и присутствует зажим для цилиндрических предметов. Как написано у продавца, это гаечный ключ разного размера. Ну, не знаю, насколько это гаечный ключ. Это зажим для цилиндрических предметов. Кусачки есть, как я и сказал, и такая вот специальная выемка для перекусывания проводов. Далее у нас идет резак для шпагата, чтобы перерезать, например, веревки. Открывашка для бутылок с отверткой плоской на 4 мм шириною. Потом у нас идет открывашка для банок с отверткой на конце, тоже плоской, 3 мм. Отвертка крестообразная, Phillips, как написано тут у продавца. На нее можно вот одевать этот переходник и ставить вот эти вот все 9 насадок, которые у нас есть в комплекте. Внутри этого переходничка встроенный магнит, то есть насадки не выпадают, переходник тоже не выпадает, держится все хорошо. Далее у нас идет шило, пробойчик для кожи, довольно такой прикольный. Нож 8 сантиметров, 440 сталь и 56 твердость. Жаль, что у меня нет чем проверить, но будем верить китайцам. Потом у нас идет линейка 7 сантиметров, 2 дюйма. Плюс на конце линейки у нас отвертка плоская, 5 миллиметровая. И с другой стороны у нас напильник. Довольно, кстати, качественный, такой прям хороший напильник, не какой-то меленький. Дальше пила по дереву, довольно острая. Дальше мы это проверим, не перематывайте и смотрите до конца. И ножницы с пружинкой, довольно хорошие, тоже будем проверять, как они режут. Кстати, довольно удобные. Краткие характеристики ножа: он у нас весит 280 грамм. Если брать полностью весь комплект, и как вы его будете носить с чехлом совсем, то 310 грамм. Размер в сложенном состоянии 10,5 сантиметров, разложенный 16,5. Максимальная длина — это если вы раскроете нож. Лезвие у нас на ноже 8 сантиметров идет, 440 нержавейка, твердость 56, и плоскогубцы у нас идут с 420 нержавейки, твердость 48. Ну и также весь нож у нас идет с 420 нержавейки. Ну и я повторюсь, что качество хорошее, собранный хорошо, ну чуть-чуть лифтит, но это вообще не критически. Все защелки, все вот эти вот механизмы, все прям так туго ходят, хорошо. Далее давайте будем проверять, как у нас режет нож, как кусает это все дело и как режут ножницы. Начнем, наверное, с тоненьких проводов. Вот так вот кусает, что я могу сказать. Обычный медный провод, светопары кусает и посередине
посередине, кусает его там, где есть выборка специальная. Давайте провод потолще, несколько витков, так сказать, несколько проводов за раз. Ну, тоже кусает, в принципе, претензий к этому нету. Давайте возьмем провод потолще, вообще на ура. Справляется за считанные секунды и без всяких усилий. Причем, я вам скажу, ручки не прогинаются. То есть, вот вы его разложили, он вот это вот в разложенном виде, и вы нажимаете, ручки не прогинаются, не проседают, все классно. Давайте попробуем еще вот такой вот провод. И под конец возьмем самый толстый, который я тут приготовил. Он алюминиевый, но тут, я не знаю, где-то 2,5 на жилу. И он тоже с ним справляется вообще легонько, без всяких претензий. У меня вообще к этому мультитулу претензий нету. Все хорошо сделано, и с проволокой он справляется. Насчет стальной проволоки не знаю, но если надо будет, я думаю, вот в этом месте, где у нас выемка специальная, он перекусит, блин, без проблем вообще. Понятно, что в умеренных размерах, не 8-миллиметровый пруд. И как мы видим, после таких тестов с режущей кромкой у нас ничего не стало, все хорошо. Ну что ж, давайте теперь, наверное, будем проверять пилу, как она себя покажет. Вот тут взял такую ветку, ну что ж, поехали. Как вы видите, справляется тоже легонько, вообще пилит быстро. То есть в каких-то там, не знаю, экстренных ситуациях или может там где-то что-то подрезать надо, вот прям надо. А у вас тут с собой есть пила. Ну, я считаю, удобно. Теперь давайте посмотрим на ножницы, что они из себя представляют, как они будут резать и вообще удобно ли это. Есть откидной механизм, пружинка. Как вы сами видите, очень хорошо заточены, режут ровненько. Вообще мне нравится. С учетом того, что в таком компактном размере 10,5 сантиметров есть еще и ножницы, я считаю, это вообще победа просто. Далее нож. Я думаю, все ждали остроту ножа. 440-я сталь, 56-я твердость, и как вы видите, справляется с бумагой на ура. Заточка прям хорошая. Ну, битки я вообще не вижу смысла проверять, потому что они тут посредственного качества. Если мы возьмем какой-нибудь черный саморез, не знаю, с 100-й длины и начнем его крутить, скорее всего, этим биткам не поздоровится, скажем так. Короче, капец им будет. А плоские отвертки, которые находятся на самом мультитуле, вот эти вот 3, 4 и 5 миллиметров, они прям с хорошего материала, они прям вам послужат. А битки, это, знаете, такое дополнение. Ну вот вы сверху видели цифры, реально сколько тут предметов, а предметов тут реально 28. Если считать еще чехол, можно и 29 насчитать. Там на Алиэкспрессе у продавцов так и бывает, пишется 30 предметов, 28 предметов. Честные продавцы пишут 18, то есть они не учитывают вот эти вот насадки, которые такого себе качества. Ну а в целом, качество этого мультитула прям классное, мне нравится, он увесистый, ты чувствуешь, что тут прям хорошие материалы. За $18 я могу его спокойно вам советовать. По плюсам, что по плюсам у нас? Тут 440-я сталь, хорошая твердость по Роквелю, хорошая сборка. Прикольно, что он весь металлический, что пластиковых деталей практически не используется. Я думаю, что это, так сказать, продлит его срок службы. Ну и нож, хорошая заточка ножа. По минусам, ну, наверное, по минусам могу сказать, это вот этот небольшой люфт и насадки. В целом, могу советовать, хорошая вещь на, не знаю, таскать с собой на каждый день вообще супер. Где-то, не знаю, закинуть в машину или, не знаю, там на велике, в сумочку кинули, погнали, чтобы был с собой такой инструмент. И я считаю, это прям надо, чтобы было. Ну а вы были на канале KitaiQX, подписывайтесь на канал, ставим палец вверх, не забываем за колокольчик, не забываем делиться этим видео, пишем комментарии, если вас что-то интересует, на все отвечаю. Также не забываем за спонсорство хотя бы на 1 месяц, вам не сложно, мне приятно. И не забываем за Buy Me a Coffee. Купите чашечку кофе, поддержите канал и будут еще интересные обзоры. Пока-пока.